Здравствуйте, друзья! Сегодня на обзоре очередной управляемый потолочный светильник из экосистемы умного дома Xiaomi от известного бренда Ye-Light. Этот светильник относится к бюджетной линейке моделей, которые называются Ye-Light. Также в магазинах он называется как Crystal или Diamond, а в приложении Mi Home он называется Ye-Light Haoshi. Приехал светильник в привычной картонной коробке, но при этом, неожиданно для меня, на коробке нашелся логотип Ye-Light. Напомню, что на коробке со светильником Ye-Light 480 его не было. На одной из боковых сторон находятся параметры. Модель LXD07YL, это седьмая модель светильника, мощность 35 Вт. Максимальный световой поток по данным из сети 2000 люмен. Регулировка цветовой температуры от 2700 до 6500 Кельвина. Тип подключения Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4,2. Максимальный индекс цветопередачи 95. Степень защищенности IP50. Размеры устройства 400 на 400 на 80 мм. Вес 1,9 кг. В комплекте с этим светильником также идет Bluetooth пульт дистанционного управления. Напомню, что в том же Ye-Light 480 его не было. Также следует отметить совершенно шикарную пенопластовую упаковку, полностью со всех сторон защищающую светильник при транспортировке. Кроме светильника и пульта в коробке обнаружился еще комплект саморезов и дюбелей для крепежа. Что касается пульта, он совершенно стандартный для Ye-Light, работает по Bluetooth, кроме включения и выключения умеет регулировать яркость, цветовую температуру, переключение между ночником и стандартным режимом. А вот конструкция светильника сразу же выдает его принадлежность к линейке Ye-Light. Он состоит из двух частей. Нижняя часть с драйвером, платой управления светодиодами и верхняя плафона с полупрозрачной поверхностью. Светильник оснащен 72 светодиодами, расположенными по кругу в два ряда. В центре находится пластиковый бокс со всей электроникой. Надписи оповещают о том, что каждый диод имеет максимальную мощность 0,49 Вт. Как и на коробке, все пояснения написаны китайскими иероглифами. Это продукт для внутреннего рынка. Пластиковую крышку в центре бокса сделали почему-то съемной, под ней находится плата управления. Светодиоды находятся на трех отдельных панелях. К условно первой подведено 4 провода от блока управления. Между собой панели имеют тоже четырехпроводное соединение. На одной из защелок для плафона находится микропереключатель, позволяющий отслеживать наличие плафона. Характерной особенностью плафона является непрозрачный обод, подобный самому первому светильнику Ye-Light. Освещение потолка тут будет не очень хорошее. Форма полупрозрачной части выгнутая. А это видно плафон изнутри. Здесь видно, каким образом пропускающая часть свет плафона крепится к ободу толщиной в 4 см. Для соединения с основой используются небольшие металлические зацепы, один из которых и замыкает микропереключатель на защелке. Ключевое отличие от светильников старшей линейки – это отсутствие очень удобной быстросъемной платформы. Светильник крепится к потолку напрямую. После первого включения светильник включается в режиме умеренного белого, температура в районе 4000 Кельвина на полную яркость. После этого приложение Mi Home обнаруживает новое устройство, определяющееся как Ye-Light Haoshi Sailing Lamp. Нажав на него, запускаем мастер подключения, выбираем свою Wi-Fi сеть и стартуем сопряжение. Процесс подключения состоит из нескольких этапов. Сначала смартфон подключается напрямую к светильнику, далее передает ему параметры подключения к Wi-Fi сети. После этого светильник перегружается с корректными параметрами и соединяется с сетью домашнего роутера. Три последних шага настройки позволяют выбрать местоположение, свое название для светильника и настроить голосовую систему управления, но пока только на китайском языке. Плагин сразу проверяет наличие новой версии прошивки, при необходимости обновляет ее, и светильник наконец появляется в списке устройств Mi Home. Плагин управления стандартный. Основная часть окна отображает текущее состояние лампы, ночное небо, когда выключен, яркость и цветовую температуру, которая регулируется свайпами по вертикали и горизонтали, когда включен. В режиме Sun – солнце от 10 до 100% яркости, в режиме Night – ночник от 0 до 10%. В меню Favorites 9 вариантов освещения, плавно разгорающийся рассвет и затухающий закат, ночник, мягкий режим для чаепития и приглушенный свет для просмотра фильмов, яркий свет для чтения и дрожащий желтый имитирующий свет свечи, троекратное мерцание для уведомления и режим с максимальным кри для макияжа. Меню управления дает доступ к настройкам лампы, планировщику и автоматизациям, общему доступу и базовым установкам.
В меню настроек лампы есть несколько интересных опций. Первое, таймер, позволяет задать время, через которое светильник отключится. Здесь есть и новая опция, рассвет и закат. Здесь определяется местоположение, причем не только в Китае. В зависимости от географических координат рассчитывается время рассвета и заката, и при включении соответствующих чекбоксов лампа имитирует солнечный закат и рассвет. Можно выбрать конкретные дни для работы этой опции. Меню ночного освещения позволяет светильнику автоматически переходить в режим ночника в заданный интервал времени и автоматически отключаться через установленный промежуток. Кроме комплектного пульта управления, светильник может управляться и диммером E-Light. В меню состояния по умолчанию можно отключить опцию включения светодиодов при подаче питания, что полезно при логическом управлении лампой. Светильник может работать в тандеме с фитнес-браслетами Mi Band. Кстати, приложение само напоминает о новой функции изменения яркости и цветовой температуры по времени заката и рассвета. А планировщик задач нужен для создания расписания по включению и выключению света, не прибегая к созданию автоматизации. Меню автоматизации предлагает 1,5 десятка действий. Как условие, люстра работать не может. Здесь все стандартно. Включение, выключение, регулировка яркости и цветовой температуры, включение с заданными параметрами на заданное время, управление ночником. Причем все действия пошаговые, плавных, настроенные на условия вращения кубика, нет. Для плавной регулировки яркости и цветовой температуры удобнее всего подойдет диммер. Для управления светильником можно использовать и родное приложение E-Light. Причем, если входить в него, используя тот же Mi аккаунт, что и в Mi Home, все светильники подтянутся автоматически, ничего добавлять не нужно. Основные возможности в этом приложении аналогичны Mi Home, но в другом дизайне. Здесь нет меню автоматизации, они только в Mi Home, но зато только здесь можно активировать режим управления по локальной сети, который необходим для работы люстры в альтернативных системах управления. Адрес светильника можно посмотреть в меню сетевой информации плагина, но лично мне было интересно, как он отдает свое название в сети. Он идентифицируется как Xilinx 7, как и написано в его характеристиках. IP-адрес светильника я прописал в конфигурационном файле. Напомню, что в Home Assistant разделили основной домен светильника в Light, и теперь здесь есть отдельный домен E-Light. Модель я не прописывал, оставил на усмотрение системы. Люстра без проблем распозналась системой и поддерживает 43 различные функции управления. Само же управление стандартно, как для всех других светильников. При включении люстры появляются ползунки управления яркостью и цветовой температурой. Все параметры освещения легко передаются при помощи автоматизации и скриптов. Подробнее можно посмотреть в моем мастер-классе по управлению освещением в Home Assistant. Для более полного сравнения я решил использовать результаты тестирования из прошлого обзора люстры E-Light 480. Там же были замеры и GIU 450. Кроме этого, я провел испытания на самом первом умном светильнике E-Light кастрюльке и, конечно же, героя обзора. Все условия предыдущего теста были полностью воссозданы. Каждая люстра тестировалась в трех режимах: 2700, 4000 и 6500 Кельвина в яркость 100%. Использовался один и тот же люксометр. Цифры исключительно для сравнения люстр относительно друг друга. Их ценность заключается только в идентичных условиях. Для облегчения восприятия я свел все данные в одну диаграмму. Как видим, самая яркая это GIU 450. Наименьшая яркость у самой большой по размерам E-Light 480. Герой обзора почти догоняет рекордсмена в режиме 6500К. 565 люксов против 582. В режиме более комфортной, на мой взгляд, цветовой температуры в 4000К разрыв уже больше, 485 против 561. В целом, люстра подобна по светимости GIU 450, но за гораздо меньшую стоимость. Хотя за счет ободка освещение потолка здесь будет хуже. Для тех, кто хочет посмотреть, как люстра работает вживую. От себя же добавлю, что заявленная площадь освещения в 20 квадратных метров явно завышена, как и всегда, либо для любителей не особо яркого света. Думаю, что этот светильник хорошо подойдет для помещений или их отдельных зон, где-то до 15 квадратных метров. А вот по внешнему виду светильник будет более уместен не для жилых комнат, возможно кухня, большие санузлы или для тех, кто любит, чтобы все просто заливало светом. Антипылевая защита позволит использовать люстру в гаражах или подсобных помещениях.
Как по мне, у E-Lite получился эдакий переходной продукт, потому что, в отличие, например, от E-Lite 480, у Crystal LED Lite имеется в комплекте пульт дистанционного управления, и он запакован в отличную противоударную пенопластовую упаковку. Но при этом у него отсутствует очень удобная и очень классная быстросъемная платформа. Цена новинки вполне сопоставима с люстрой-кастрюлькой E-Lite первой версии, а светит она при этом как GIU 450. Правда, имеются определенные трудности с освещением потолка из-за толстого непрозрачного обода. Хотя люстра и имеет интерфейс Bluetooth, но на момент создания обзора она не может выступать в роли Bluetooth шлюза. Хотя такие прецеденты уже бывали, и эта проблема решится с последующими обновлениями. Могу ли я посоветовать новинку к покупке? Думаю, что да. Этот продукт хорошо подойдет, например, для владельцев той же люстры-кастрюльки, но кому не хватает от нее света. Тот, кто хочет автоматизировать освещение в каких-нибудь, например, подсобных помещениях, либо в санузле, либо вообще, кто хочет попробовать, что же это такое, автоматизированное умное освещение, при этом за небольшие деньги и с достаточно большой функциональностью. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!